Всем привет! Вы на канале «Существует способ», и это очередная серия из Индии. Мы отправимся в одну из 3 столиц Индии – Мумбаи, а в прошлом Бомбей. Мы решили посмотреть, как этот город совмещает в себе улицы небоскребов и трущобы. Заглянем на самую большую прачечную под открытым небом, куда стекаются вещи большинства жителей Мумбаи для стирки. И расскажем, чем нам запомнился и чем удивил Бомбей. Ну что, поехали! С легкого английского завтрака начинается наше утро в городе Мумбаи. Вчера мы приехали на поезде со стороны Гоа и успешно сегодня оставили багаж в камере хранения и отправляемся разведывать город. Сейчас покушаем и двинемся в путь. Собственно, обстановка возле вокзала. Сразу с порога, входя в город Мумбаи, хочется сказать, что это город, который является одним из самых больших вообще в мире. А в Индии он является самым густонаселенным. И его население составляет порядка 20 миллионов человек. Мумбаи, наряду с множеством других городов Индии, является городом колониальным. Ко мне еще пес пришел, вот стоит, что-то разведывает. И, соответственно, имеет очень много архитектуры колониального типа. Как вот за моей спиной, это здание вокзала в викторианском стиле. Здание, кстати, называется в честь королевы Виктории, Виктория Терминус. И, смотрите, кстати, британская архитектура и красные автобусы ездят. Конечно, не двухэтажные, но все-таки вот как за это можно не любить Индию? Посмотрите, какая красота. Коровки прям посреди города стоят. Вот вокзал, здание вокзала. И здесь же вон коровки там с сеном стоят. Принесли им травы, вот они кушают. И здесь голубятня. Вон статуя какая-то там. Парень меняет, я так понимаю, лампочку в фонаре. И прямо вон на него там садятся голуби. Здесь вон женщина какие-то сладости, по-моему, лепит. Ребята машину моют. Такси. Кстати, такси вот здесь вот так вот выглядят, такие минивены. Hello. Сразу же приглашают присесть. Лена, тебе нужна помощь? Хочешь мне помочь? Вот так вот с голубями надо быть максимально аккуратным, когда их снимаешь. Потому что все может закончиться весьма плачевно. Видать, эта камера нам столько денег принесет, контента. Первый час прогулки по Мумбаи, конечно, поражает своей чистотой. На улицах действительно нету мусора, можно видеть тротуары, которые не забиты мотобайками, не забиты кучами мусора. Вот, и здесь вполне себе чистенько. Но одно большое но. Мы приехали, можно сказать, в один из самых чистых и благополучных районов города. Вообще сам Мумбаи, он поделен на 7 островов, точнее, раньше это были 7 разных островов, которые из себя представляли, можно сказать, разные города. Вот. Но впоследствии все эти 7 островов были объединены и сформирован город Мумбаи. И сейчас каждый из этих островов имеет свой уровень развития. Впрочем, даже в пределах одного острова районы будут отличаться друг от друга уровнем благополучия и, наверное, развития. Мы сейчас с Леной прогуливаемся по району, который называется Колаба. Это самый, можно сказать, южный район. И, в частности, здесь застройка колониального типа. Большие старые каменные дома, но при всем этом, посмотрите, что здесь можно обнаружить. Та-дам! Просто большое-большое здание, явно уже построенное не так давно. Нам сейчас говорят, что снимать здание Министерства внутренних дел, наверное, Мумбаи не положено. Хотя интересно, да, ты просто идешь по городу, и чисто теоретически я могу вот так вот взять, покрутиться, и здание попадает автоматически в кадр. И никто уже сказать ничего, наверное, не может. Именно в районе Колаба располагается большинство зданий государственного и политического значения. И прогуливаясь по его улицам, совершенно пропадает ощущение того, что ты находишься где-то в Индии. Вот, например, вот сзади за мной можно наблюдать здание библиотеки. Центральная библиотека города Мумбаи, основанная в 1804 году. Ну, шикарная постройка. Реально, не характерная архитектуре Индии. Такие вот изогнутые дома создают ощущение, что ты гуляешь не по улицам Индии, а по самой настоящей Англии. Город Мумбаи располагается на берегу Аравийского моря. И здесь же на берегу можно видеть главный монумент, который является визитной карточкой города Мумбаи.
Это ворота Индии. Собственно, для чего они были построены? Их возвели по поводу приезда, визита короля Георга V. Начали их строить в 1911 году. Управили за несколько лет, и получилась вот такая вот 26-метровая базальтовая арка. В данный момент ворота Индии являются очень популярным туристическим местом. Много туристов съезжаются, чтобы увидеть главную достопримечательность. Но подойти к самим воротам является невозможным, потому что по периметру они ограждены вот таким забором. Напротив ворот располагается несколько красивых зданий в английском стиле с резными балкончиками, с красивой крышей, с деревянными ставнями. И здесь же небольшой порт, где можно взять экскурсию и поплавать как раз таки по вот этой территории залива и полюбоваться с водной глади на главную достопримечательность города. Небольшое пояснение по вот этому зданию в английском стиле. Это, как оказалось, гостиница Тадж-Махал, точнее отель, который является одним из самых главных в Мумбаи. И, естественно, пожить в нем стоит совершенно недешево. Что вообще вы и мы могли знать про город Мумбаи, даже не посещая его и несмотря никакую информацию? Во-первых, с десяток лет назад здесь был снят очень известный фильм под названием «Миллионер из трущоб». Хотя местные жители долгое время возмущались, говорили, что многое все-таки приврали. Также не так давно в свет вышел сериал «Шантарам», действие которого происходит как раз-таки в городе Бомбее. А Бомбей вообще это прежнее название города Мумбаи. Бомбеем город назвали португальцы, которые правили здесь до прихода британцев. И в переводе Бомбей означает просто «хорошая бухта». Португальцы занимались здесь торговлей, рыбной ловлей, а еще постоянно к вам будут прикапываться вот такие типы, как сзади. И все, вроде отстал. Только камеру на него наводишь. Но это такая вставочка, знаете, между полезной информацией, между интересной информацией. Тут постоянно до нас докапываются либо те, кто предлагает экскурсии, либо те, кто хочет тебя там, не знаю, там покатать на такси. Ну а то, что касаемо нынешнего названия Мумбаи, так это, согласно легенде, происходит от имени богини индусов Мумбадевы. Но почему-то все-таки местные жители предпочитают называть свой город Бомбей. Видимо, им слишком прилюбилось название Бомбей, и до сих пор местные жители так его и называют. Мы все продолжаем прогуливаться по районам Коллабы и натыкаться на очень интересные архитектурные строения. Вот это здание школы, некогда функционировавшее, я так понимаю, может быть, пару веков назад было построено. А сейчас же оно прям в жестком запущении, и рядом находится новое здание школы. Вот такая вот. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 этажей. Шестиэтажная школа, ребят. Офигеть. Для нас двухэтажная. Это уже было высоко. Вот такие вот школьные автобусы, конечно, старенькие, потрепанные, но они здесь есть. Кстати, вот так вот здесь выглядят почтовые ящики. Просто стоит вот такая бочка посреди улицы с замком. Снизу такая открывашка, как поддувала. И вот сюда вот в щелочку закидываешь открытки или письма. Кстати, раз уж мы заговорили про фильмы, то стоит упомянуть, что именно в городе Мумбаи находится самая успешная кинокомпания. Кинокомпания Bollywood. Ежегодно из нее выпускаются сотни фильмов, которые являются безумно популярными в Индии. И здесь, просто проходя мимо кинотеатров, можно видеть красочные афиши их местных героев, уже прилюбившихся актеров. И даже в Мумбаи устраивают экскурсии к домам известных актеров и личностей. То есть люди даже отдают деньги за то, чтобы просто посмотреть на то, как живут их кумиры. Лена говорит, что архитектура очень похожа на ту, что была в сериале «Шантарам». Но, как нам также удалось выяснить, что «Шантарам» преимущественно был снят в Австралии. Связано это с тем, что снимать его начали в 2019 году, в самое начало разгара эпидемии коронавируса. И поэтому поехать в Индию на съемки было невозможным. И основные сцены, диалоги, какие-то закрытые сцены, все снимали просто в Австралии. Кадры с архитектурой, с какими-то локальными сценами посреди городов, это уже доснималось впоследствии. Также еще мы заметили, что очень много деревьев. Причем вот такие, смотрите, здесь большие-большие с лианами и в виде индийского флага. Да, то есть, смотрите, они покрашены сверху белой краской, корни покрашены красной краской, а снизу травка зеленая. И получается индийский флаг.
сталкиваемся в очередной раз с огромной тупостью местного, не знаю, правительства или охранников, не знаю, кто тут всем этим заправляет. Шикарное здание университета мумбайского. Но вот мы его не можем показать, потому что вовнутрь не пускают, говорят, запрещена съемка, снимайте снаружи. И вот здесь вот большая часовая башня, которую мы также не можем показать в полной красе. Вот все здесь заросшее пальмами, заросшее деревьями. Это, конечно, неплохо, но как вот показывает-то красоту? Вот эти вот архитектурные объекты, которые реально достойны того, чтобы, ну, сфотографировать их, просто увидеть, там, полюбоваться ими. Но ты не можешь пройти вовнутрь, потому что, видите ли, фотографировать можно только снаружи. Так что, ребята, довольствуемся вот такой картиной. Вот там вот шикарный, просто, я не знаю, ну, настолько изумительный фасад у университета, но его не видно. Почему же все-таки Мумбаи более населенный город, чем тот же самый Дели? И тут нам придется вернуться к теме киноиндустрии. Дело в том, что многие жители Индии, да и не только Индии, многих стран Азии, смотрят болливудские фильмы. Они любят своих кумиров и, естественно, мечтают стать такими же. Множество иммигрантов приезжают именно в Мумбаи в поисках своей мечты. В надежде стать либо богатыми, либо известными, либо то и другое сразу. И ведь кому-то это действительно удается, кто-то, может быть, осуществляет свою мечту. Но по большему счету из-за большого количества мигрантов только разрастаются трущобы. Огромное количество бездомных людей. Вот даже можно посмотреть, вот за моей спиной несколько семей просто живут на улице. Не знаю, может быть, конечно, у них есть какая-то хижина. Трущобы, в которые мы с вами позже обязательно отправимся, я вам скажу заранее, они тоже являются не бесплатными. И каждый месяц нужно отчислять около 4-5 долларов. Тут, судя по всему, проходит какая-то репетиция парада. Причем репетирует только девчонка. Какая-то, видимо, школа для девочек. Вот, а вот там сзади поле для крикета. И несколько команд там играют в всеми любимую, всеми индусами любимую игру крикет. Здесь вот такой небольшой, видимо, рыночек. Сейчас несколько палаток есть, но вот здесь вот палатки отсутствуют. И смотрите, какие классные они тележки делают для транспортировки грузов. Просто берут поддон, палет, к нему привязывают веревку, и по краям 4 подшипника. И все крутится и едет. Ну что, ваше предположение, где я сейчас нахожусь? В ботаническом саду, на железнодорожной станции или в каком-нибудь красивом парке? Второй вариант. В общем-то, вот так вот необычным образом выглядит главное отделение западных железных дорог Индии. Это главный офис. Отсюда рулится всеми направлениями по западной части Индии. И смотрите, насколько классно выполнено здание с темного-темного камня, опять-таки в викторианском стиле. И все засажено вокруг пальмами, какими-то деревьями, цветочками. Ну просто вообще шикарно. Реально идешь как по какому-то ботаническому саду. Сейчас попробуем пройти вовнутрь, посмотреть внутреннее убранство этого отделения. Ой, да слушайте, это прям настоящий музей. Причем похоже, что в свободном доступе. В общем-то, здесь они сделали зал, посвященный известным личностям, катавшимся на их поездах. Здесь вот Ганди катался. Вот здесь несколько даже плакатов, где изображены его поездки, причем в разные годы. Даже Джон Кеннеди покатался. Ну и такой, да, небольшой музей внутри вот этого отделения головного, с множеством экспонатов как раз-таки железнодорожной вот этой тематики. Всякие плафоны, фонари, вон там вот эти вот приводы. Это вот, я так понимаю, макет привода колес поезда, тепловоза. Ну, замки какие. О, нифига себе. Мумбай также еще называют городом контрастов, потому что именно здесь сосредоточено большинство крупных компаний, большинство крупных фирм, живет множество кино, музыкальных звезд, интеллигенция, так скажем. И, соответственно, прогуливаясь по городу, можно видеть, как
самые последние трущобы, непонятно из чего сделаны, из мусора, из какого-то картона, где люди живут. И также можно, проходить по городу, видеть полноценные небоскребы, такие вот здоровые домища, все в зеркалах, все выглядят по-современному. И также, собственно, гуляя по городу, можно видеть разные машины. Вот здесь вот тоже вот строится какой-то большой-большой новый дом, и здесь же перед ним старая постройка, и на ней прям вывешены вещи, сушатся на балконах у людей. Вот эта вот разношерстность того, что здесь люди живут совершенно по-разному, много как раз таки, да, вот этой интеллигенции, и при этом много тех, у кого вообще, например, нету ничего. Есть такая поговорка в Мумбаи, говорят, что он может тебе либо все дать, либо все забрать. И многие, кто сюда приезжает, гастарбайтеры, иммигранты, они как раз-таки надеются на лучшую жизнь, надеются, что здесь можно построить свое будущее, заработать денег, стать известной личностью, но в большинстве случаев проживают всю жизнь в трущобах. Вот вам, пожалуйста, контраст в архитектуре. Старенькие домишки, а за ними прям небоскреб практически. Левее этого небоскреба здесь тоже вот такая вот постройка, вся тоже уже облезшая, пошорканная. Еще даже смотрите, как в Лахоре прям деревянные ставни резные. И также вот вещи вывешены прям на балкончиках, на каких-то веревках. Ну, вероятно, что это все в скором времени будут сносить, скорее всего, выкупать, может быть, как-то расселять людей, только неизвестно куда. Стоило нам только отъехать от района Коллаба, и сразу же из-за английской идиллии мы оказываемся в суровой реалии Индии. В принципе, то, что мы вам показывали во всех остальных городах, все то же самое повторяется и здесь. Тоже бесчисленное количество лавочек, каких-то бутиков, магазинов, шум на улице, мотобайки, бесконечно сигналищие. Не прекращается звук вообще сигналов ни на секунду. Взяли мы тут холодненький напиточек попить и не обратили внимания на то, что здесь написано масала сода. Это лимонад, представляете, со вкусом масала, со вкусом специи. Ты его отпиваешь, и у тебя сначала такой соленый вкус, а потом специями тебя прям пробивает. Короче, нам это не очень зашло. По глоточку с Леной сделали, и все. Здесь даже нашли вот такой вот реально максимально крутой, наверное, пафосный, так скажем, торговый центр. Ни разу не видели в Индии вот такой вот крутой, вот такой вот прям навороченный торговый центр. Но на самом деле мы туда зашли и поняли, что цены там тоже навороченные. Я предполагаю, что это местный ЦУМ, как у нас в России. Обеспеченные люди же ходят в ЦУМ. Вот и такой лакшери торговый центр есть в Мумбаи. Вот я вам рассказывал про киноафиши, которые прям выглядят максимально круто. Вот эти вот звезды, видимо, местные. Прям селебрити. И вот эти вот герои боевичков. После того, как мы прогулялись по довольно-таки приличным районам, показали вам Мумбаи с лучшей его стороны, пришло время отправиться в его, так скажем, грязные закоулки. Стиральную машину в Мумбаи не могут позволить себе каждая семья. Но зато есть такое волшебное место, Дхоби-Ghат называется. И сюда люди привозят одежду, постельное белье и все различные вещи со всего Мумбаи. Вот в тех ваннах обычные работяги берут и моют все это, стирают вручную. Ну и самое удивительное, конечно, это то, что на фоне всего вот этого можно видеть новостройки, небоскребы. В каком-то ближайшем будущем, возможно, это будет бизнес-центр, что-то вроде, не знаю, как у нас Москва-Сити. И у ее подножия будет вот такая вот прачечная, так скажем. Как Лена говорит, прачечная. Дхоби-Ghат. Подходим к главным воротам, с которым мы попадаем в вот этот мир полной стирки. No problem. It's your job? Yeah, job. You clear the jeans, yeah? В общем, да, ребята работают. Вот здесь вот такой вот у них... смотри, у них большая стиральная машинка есть, в которой они закидывают джинсы в большом количестве. И вот отжимают, и сейчас перекидывают в ванну, где будет их отжимать, да. Тут очень тесно, это прям настоящий город, в котором трудятся сотни рабочих.
Вот в таких ваннах они прям плещут вот эту вот одежду. Офигеть, вот он, да, ее стирает. Просто огромное количество одежды. И здесь же прямо живут, вы представляете, вообще. Это целая прачечная, город прачечная посреди Мумбаи. Прям смотрите, что все ванные пронумерованы. То есть 550, 551. То есть они все пронумерованы. И я так полагаю, что, возможно, у каждого здесь своя отведенная ванна, в которой он трудится. Смотрите, просто не висят. Я так понимаю, что их свозят сюда как раз со всех отелей, со всех хостелов, гостиниц, чтобы не стирать их, не покупать стиральные машины, и этим занимались вот отдельные люди. Вероятно, что у них даже есть доставка, которая собирает все грязное белье и потом его разводит после стирки. Здесь человек даже, он гладит рубашки, вот у него целая гора одежды, и вот я так понимаю, что ему надо ее всю выгладить. Вон там тоже мешок с одеждой. Парень сидит, складывает простыни. И бесконечным потоком вот ходят вот такие вот парни с большими-большими баулами за спиной. Тащат вещи. Еще раз, ребят, заостряю внимание, смотрите, там небоскребы какие-то, дома прям престижные, вот по-любому они будут очень дорого стоить. И в их подножии находятся вот такие вот прачечные. Причем не только прачечные, а еще и трущобы. Вот, то есть вот это домики, в которых полноценно живут. Причем не то, что один человек, там несколько человек могут жить, или даже целой семьей. Вот стиральная машина. Где вы видели таких размеров стиральную машину? Причем, судя по всему, производство какое-то местное, потому что конструкция совершенно непонятная, неизвестная нам. Какой-то двигатель, и вот на нескольких ремнях, на нескольких полосах сделан барабан, который крутится и вращает белье. Блин, вообще офигеть, это как будто попадаешь в какой-то постапокалиптический город подземный. Только здесь вот натянута такая крыша тряпичная из каких-то мешков. И здесь вот занимаются тем, что выглаживают вещи. Тоже в большом количестве. Кто-то вот здесь сидит, отдыхает. Блин, вообще просто настолько колоритно. Мы с Леной в шоке, честно говоря, пребываем. Смотрите, вон прям мотобайки стоят. Вот там мотоцикл, кухня. Жесть. Угу. Блин, коты вон прям рядом с помойкой спят. Дети какие-то. Барашка. Здесь у нас мойка. Мойка мопедов. Ну вот еще один пример, как люди здесь живут. Те, кто подальше от делового центра, подальше от красивых кварталов. Колючая проволока, вся в мусоре. Видимо, люди прям через забор перекидывают мусор. Ну, в общем, то, про что я говорил. Вот, пожалуйста, люди здесь живут прям на окраине, вот в этих хижинах, можно сказать, в трущобах. И мусор выкидывают прямо вот в эту речку, которая здесь же и течет. Просто огромная гора. Кстати, удивительно, что все стены практически записаны граффити. То есть везде какие-то миниатюры, рисунки. Да, вот Лена правильно говорит. Здесь трущобы, вон там люди живут, вон они голые там моются сейчас, непонятно в чем. А вот там вот на фоне зеленая лужайка виднеется и какое-то здание тоже новопостроенное. Но очень сильный смог. Орел в клетке или ястреб. Честно говоря, в птицах не разбираемся. Но вот здесь вот клетка прямо посреди вот этих трущоб. И сидит птичка на привязи. Куры бегают. И все это посреди самых настоящих живых трущоб. Ну, вот здесь вот дом более-менее приличный, вот, который мы сейчас показывали, с огромным количеством белья. Тоже животные гуляют, чем-то питаются, каким-то сухостоем. Еще один, пожалуйста, пример построек, что сооружают люди для того, чтобы, ну, как-то жить, проживать
Хоть какая-то крыша у них была над головой. Вот, дверь какая-то деревянная. Несколько кирпичей, причем разной формы, колотые. Магазинчик он небольшой. Железные контейнеры. И вот он, моментальный контраст. Только мы вышли с этих трущоб. Смотрите, какая лужайка. Зеленая-зеленая, выкошенная, аккуратненькая. Не мусоринки. То есть по всему Мумбаи можно встречать такие вот районы, вот, которые мы сейчас проходили. Они, можно сказать, кучкуются, знаете, как в фильме в Шантараме, если смотрели. Есть вот эти вот районы трущоб, в которых люди живут там по своим порядкам, по своим правилам. И, честно говоря, ну не могут просто себе позволить другую жизнь. Вон они, просто детишки голенькие бегают. Офигеть. И даже, наверное, если государство планирует что-то строить на этих площадях, непонятно, куда расселять такое огромное количество людей. То есть в этих трущобах проживает бесчисленное количество людей. То есть официально на 2011 год было 12 миллионов человек в Мумбаи. Официально. Но я думаю, что еще с десяток миллионов это те, кто просто живут неофициально в трущобах. Их учет никак не ведется, имеют своего рода автономию со своими врачами, со своей экономикой, со своей политикой. Вероятно, что так и выживают. И это все в рамках того, что я вам в течение пары минут рассказывал про трущобы. И смотрите, в каком районе мы оказались. Просто идешь, как я не знаю, по какому-нибудь лакшери дорогому городу, не знаю, там чуть ли не по Дубаям. Хорошие машины дорогие ездят, джипы, Хонды, Мерседесы. Европейские машины здесь вообще очень дорого иметь, и они встречаются крайне редко. То есть Mercedes, BMW и какие-то европейские марки — это своего рода прям роскошь. Вот, ребят, там показывали вам, люди прям берут и из своих трущоб в речку, которая там у них через дорожку, выкидывают горы мусора. А вот здесь, можно сказать, такой оазис посреди вот этих каменных джунглей. Дом и весь растения. То есть на балконах посажены какие-то кустарники, перед зданием несколько пальм высажено. Так органично смотрится, как будто вовсе и не дом, а какой-то такой. Они совместили как бы природу и вот эти вот бетонные джунгли вот. Еще у индусов мне нравятся остановки автобусные. Они вот такого вот узенького типа и сделаны все из стали, из нержавеющей. Тут нечего ломать и никак не сломаешь. У нас бы, например, если бы сделали из каких-то хлипких материалов, я думаю, это бы все уже давно разломано было. А металл попробую еще и сломать. Хотя, мне кажется, если бы у нас сделали из стали, еще из нержавейки, то это давно бы все растащили. Еще одна достопримечательность Мумбаи — это центральный пляж, с которого открывается вид на левую часть города и на правую часть города. Вообще, сам город, как уже ранее говорилось, он располагается на 7 островах, и все эти 7 островов соединены между собой мостами. Но вот сейчас мы пытаемся разглядеть что-то вдали. Вот там вот видны только силуэты каких-то зданий, только очертания. С этой стороны то же самое, какие-то вот верхушки домов видны, но контраста с ней вообще никакой нету из-за того, что в воздухе дымка, воздух очень грязный, и наверное, только вот свежий воздух с моря спасает, и то ему не справляется с тем, чтобы разогнать всю облачность. Лена, ножки будешь мочить? Да как-то не хочется, товарищи, в такой воде ноги так помочить. Вода здесь, конечно, как шоколад горячий. Да, но люди здесь собираются, вон тут даже кайтингом занимаются на воде. Хотя некоторых не останавливает не то что грязная вода, а даже наличие каких-то вкраплений из мусора, каких-то пакетов пластиковых, банок, не знаю. Просто реально грязный, засранный пляж, но люди вон гуляют. Даже кто-то фотографируется вот там на фоне всего этого безобразия. Вот, естественно, для того, чтобы поехать куда-то на отпуск, отдохнуть на пляже, на берегу, даже индусы те же самые, они не купаются здесь. Может, конечно, кто-то купается, но в частности все едут за город. Вдоль побережья, если смотреть на юг, то там будет очень много хороших пляжей в сторону Гоа. Как правило, индусы выбирают именно направление южнее. Индусы и здесь пронюхали бизнес. Поняли, что скамеечек-то нету, чтобы посидеть на пляже.
Вот они ходят вот с такими вот ковриками, да, и предлагают за какую-то сумму арендовать этот коврик, чтобы на песочке посидеть. Еще одна отличительная черта Мумбаи от других городов Индии, крупных городов, это то, что здесь практически нету тук-туков. Есть вот такие вот такси, вот такие небольшие. Вот дядечка сидит там и интересуется, куда мы хотим поехать. Вы знаете, что Индия очень густонаселенная страна, и для провоза людей существуют различные виды транспорта. Рикши, такси, мотобайки, поезда, но существуют еще и электрички, особенно в крупных городах. В Мумбаи электрички очень страшные. Двери во время движения не закрываются, люди заходят и прыгают в вагон еще до того, как он остановился. Поэтому тебя ненароком может затолкнуть волной обратно, если ты не успел вовремя выйти. Мы решили сами проехаться на электричке и узнать, что же это такое. Собственно, какие правила в электричках? В час пик здесь будет просто неимоверная толкучка. И, собственно, как правило, люди выскакивают прямо на ходу, вот как мы сейчас сделали. Выскакивают и заскакивают прямо по ходу движения поезда, чтобы успеть занять какие-то места приемлемые. Кстати, в электричках есть несколько отдельных вагонов для женщин, есть вагоны с кондиционером, но это только по наслышке. И также есть места для инвалидов. Да, вот так вот помечен женский вагон, вон женщина нарисована на синем фоне. А это уже общий. Так, сейчас начинается час пик, и в час пик здесь бывает просто жесткая давка в электричках, поэтому мы сейчас будем аккуратно покидать вагон, чтобы нас не затолкали обратно. Здесь такая практика есть. Тише, тише, тише. Жива? Сейчас мы жестко так вот протиснулись, можно сказать, вообще чудом уцелели. Они прям на ходу запрыгивают, ты еще не успеваешь сойти с поезда, они уже запрыгивают. Лена сейчас чуть не пострадала, ее там пара индусов поймали. Ладно, в следующий раз я тебя буду первый выталкивать. В общем, обстановку показываем вам. Тесненько немножечко в электричках индийских. Но ничего, как-нибудь выберемся. Самое сложное, говорят, здесь это выходить, потому что встречная волна может тебя просто затолкать вовнутрь в какой-нибудь из углов. Элфинстон колледж технический. Еще один пример классного исполнения архитектуры в колониальном стиле. То есть британцы, вот они, на самом деле-то они могли, умели и делали очень красивые вещи, которые и по сей день индусы используют. Просто шикарное исполнение. Смотрите, насколько красивая лестница. И фасад здания, ну, блин, на это не передать прям словами вообще. Ребят, ну, Хогвартс не иначе. Реально, как будто попадаешь в фильмы Гарри Поттера, где он там странствует по своим этим замкам, решает всякие вопросы. Вот мы сейчас с Леной. Да. Я буду Гарри Поттером, а ты будешь, как ее? Гермиона. А ты будешь Гермионой Джинджер. Ну, собственно, мы вернулись на вокзал, на котором начинали нашу сегодняшнюю передачу. И здесь немаловажно показать, как фасад здания выглядит в ночное время суток, вечернее. Смотрите, насколько тут шикарная подсветка. Правда, сейчас фиолетовая, она переливается разными цветами. Не сказать, правда, что фиолетовая подсветка ему идет, но выглядит вполне себе ничего так. Особенно, когда переливается на другие цвета. О, как раз сейчас пошел процесс. Вот это уже поприятнее. Там так интересно заглядывать в эти маленькие мирки. У кого-то там швейный цех, кто-то молится, у кого-то дома евроремонт, у кого-то вон прям под окнами животные, две овечки. Это мы просто проходим с Леной трущобы. И вот какой-то дом, вообще уже полуразваливающийся. А здесь пристройки из всего попало. Вот прям реально из мусора, из каких-то
строительных материалов все сделано. Причем люди живут, и, по-моему, у них все нормально. Вон там крыса прибежала огромная, по-моему, как кот. Вот, и да, реально люди там занимаются все своими делами, и как бы для них все норм. Мусор, кстати, вот выкидывают прямо из окон. Вот у кого-то прямо на балконе там огромная гора мусора лежит. Вообще, короче, жесть. Жесть просто. На этом серия подходит к концу. Напишите в комментариях, чем вас удивил Мумбаи. Поддержать нас можно донатом на карту в описании под видео. А чтобы не пропустить следующую серию, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Она, кстати, будет о ежегодном фестивале Кумбх-Мела. Это такой религиозный фестиваль, куда стекаются люди со всей Индии, разных религий, и в течение 45 дней живут в палаточном лагере на берегу слияния священных рек Индии. Благодарим за просмотр и до новых встреч!